Не торопитесь переключаться, это не кликбейт, это очень важное видео, поэтому, пожалуйста, посмотрите хотя бы первые несколько минут для того, чтобы было понятно, про что разговор. Всем привет, с вами Амир Гумеров, канал Рукаджоп, и сегодня мы поговорим про опасные пакетики, которые вы получаете с AliExpress из Китая. Вот такие вот пакетики, вот такие вот пакетики. В чем опасность этих пакетиков? Казалось бы, да? Ну, пакетик. Но дело в том, что на этом пакетике нанесены ваши персональные данные. Ваши персональные данные — это фамилия, имя, отчество, адрес проживания и сотовый телефон. Это прямо вот для любого мошенника, пожалуйста, все на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому, прежде чем выбрасывать этот пакетик, который вы получили на почте, вы должны его деперсонализировать. Вопрос, как это сделать легко и просто, и вопрос достаточно, на самом деле, с одной стороны, легкий и простой, а с другой стороны, есть вариант, который вы, скорее всего, не знали. Итак, самый первый вариант. То есть у вас пакетик с AliExpress, и вы аккуратненько разрезаете его, как шредером, так, чтобы разделить ваши персональные данные, так, чтобы они были нечитаемые и чтобы их невозможно было восстановить. Это, как, по сути дела, как шредер. Помните, да, раньше в офисах были такие штуки, назывались шредеры, которые разрезали пакетик на мелкие кусочки. И вот, грубо говоря, вот из таких кусочков достаточно сложно будет собрать обратно ваши персональные данные, но, тем не менее, если вы их выкинули в одну мусорку или вы их положили в один пакет, естественно, путем несложных манипуляций собрать обратно исходные данные возможно. Поэтому сейчас я вам покажу другой способ, который позволяет безвозвратно потерять информацию, которая является персональными данными, с вашего пакетика. И делается это все дело намного легче. При помощи обычной зажигалки. Дело в том, что я проработал много лет в IT-сфере, в сфере торговли, и вот эти бумажки, которые вы видите здесь, это на самом деле термобумага, на которую термоспособом, на термопринтере были нанесены надписи. То есть все, что вам надо сделать, это взять зажигалку и без лишнего энтузиазма, вот видите, без лишнего энтузиазма проходитесь по вашим персональным данным. И вы получаете вот примерно такое. Вот эти данные, которые уже были после зажигалки, восстановить невозможно, потому что надпись была нанесена термопринтером. Соответственно, он как сделал? Он горячими или лазером провел надписи, и, соответственно, бумага проявилась черным цветом в том месте, где прошел нагрев. Вы перегреваете всю бумажку, она получается черного цвета, и ее невозможно восстановить и невозможно будет поднять данные. После этого уже можно спокойненько выбрасывать в пакетик. Храните свои персональные данные, не теряйте. Если вам непонятно, почему это нужно, давайте в двух словах скажу, что просто любой мошенник, имея в руках ваш телефон, вашу фамилию, имя, отчество и ваш адрес, может предпринять какие-нибудь действия для того, чтобы с вас каким-то образом заработать денег. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте переходить на канал, подписываться. С вами был Амир Гумеров, канал Рукаджоп. Будьте внимательны. Этих средств мошенников достаточно много. Вы в YouTube можете нагуглить, наютубить. Да. Вот. До свидания. Вроде все сказал. Все сказал. Да. Все сказал.